Российский самый справедливый суд вынес решение в отношении военнопленного бойца Азова. Ему на 2 года увеличили срок в российской тюрьме. Решение увеличить данный срок украинскому пленному Антону Сахиеву по делу об оправдании того, чего нельзя оправдывать, вынес Второй Восточный окружной военный суд, сообщает Медиазона, со ссылкой на онлайн-картотеку суда. В феврале Сахиева оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии российской. Он дискредитировал российскую армию, но он не только ее дискредитировал, насколько я понимаю, он ее активно снижал количество, причем довольно эффективно, опять же, если историки не врут, если легенды не врут. Ему вменяли высказывания о вторжении российской армии на территорию Украины, оккупации территории, убийствах, которые он допускал в присутствии других заключенных. Высказывался. Короче говоря, он заключенным рассказывал. Короче говоря, вот к этой новости давайте по фактам, по датам, чтобы было понятно вообще, что произошло, кто он такой и что он высказывался. Я сделал более внятную себе шпаргалочку, давайте пройдемся, чтобы было понятно, о ком идет речь. Итак, наверное, у кого-то могло сложиться впечатление, что полк Азов, который сдался из Азовстали, что он такой там Турция, еще что-то, и он весь вернулся в Украину. Нет. Вернулись наиболее известные, в общем, небольшая часть людей вернулась, а вот он не попал в эту часть. 20 мая 2022 года попал в плен в Мариуполе, служил в 12-й бригаде Нацгвардии, куда входит Азов. 2 августа 2022 Верховный суд России признал Азов. Очень важный момент, вот прям рекомендую на него обратить внимание. Если кто-то помнит, как форцовщиков при Хрущеве расстреливали, то есть их задержали, то есть люди нарушали закон, вот существующий в стране, в Советском Союзе, но они понимали, что там ответственность такая-то, и они понимали, на какое, да, то есть на какие риски они идут. А Хрущев такой говорит, а давайте их шлепнем. Такой взял и закон поменяли. Просто переписали закон и расстреляли людей. Понимаете? Это называется, когда закон имеет обратную силу, это делает какого-то очередного лидера безумцем, просто драконом, нелюдям, которого совершенно ничем не ограниченная власть, который может убивать людей, то есть начинает сходить с ума. Вот это важный момент. То есть, если видите где-то, что закон имеет обратную силу, что такое обратная сила, если закон смягчили, то ты не можешь, что-то жесткое решение какое-то принимать. Это понятно. А если его, наоборот, ужесточили, а ты совершал преступление, когда он был мягче, наказание, то тебя будут судить, если ты в тот момент, когда совершал, было мягче, то тебя вот потому, как было раньше, а не то, как приняли, когда тебя поймали, да, когда тебя приняли. Когда тебя приняли, то, что они там позже приняли, они пусть себе оставят. Многие, кстати говоря, даже после Второй мировой войны страшные преступления совершавшие, там, коллаборационисты, они уходили от наказания. Почему? Потому что в какой-то момент была отменена смертная казнь, то есть уходили от высшей меры. А потом она снова появилась, и вот из-за этого промежутка обратной силы не было. При Сталине не было, он жестокий, при Сталине не было. При Хрущеве, мягком, добром, оттепель, вот при нем была. Так, чтобы было понятно, что в истории обычно ни хрена не понятно. Едем дальше. Итак, запоминайте, 2 августа 22 Верховный суд признал Азов террор-организацией. С этого момента любого человека, который в нем служил, можно судить по тяжелым статьям, соответственно. Ноябрь 24 получил первые 18 лет строгого режима именно за службу в Азове, участие в данном сообществе. Февраль 26 уже в бурятской колонии ИК-8 его оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии. Он рассказывал сокамерникам, то, что он видел своими глазами, хотя вот говорят, что значит это дискредитация, что он не прав, то есть он, наверное, что-то не то видел или что Россия напала, оккупировала, и, в общем, он рассказывал то, что видел, а ему говорят, 30 тысяч тебе, зачем ты рассказываешь? Не рассказывай. Апрель-май 26-го завели новое дело за оправдание, якобы за разговоры в колонии. То есть он разговаривает, какой-то он прям непреклонный товарищ. 13 мая 26-го Второй Восточный окружной военный суд добавил ему срок. Сейчас общий срок 16 лет. Сам он передавал защите, что все время сидел в одиночке, ни с кем не разговаривал, но согласился с обвинением. То есть он еще и не разговаривал. Вообще офигеть. То есть доказывайте, что он с кем-то разговаривал. То есть он в одиночке сидит. Замечательно. Лишь бы его перевели из колонии в СИЗО Улан-Удэ. Там условия лучше, чем в ВК-8, где он постоянно мотал ШИЗО.
Россия официально считает полк Азов, значит, понятно, какой организацией, поэтому простая служба в нем тяжелая уголовная статья. Первые крупные обмены после Азовстали в 22-м забрали в основном командиров и самых известных. Рядовых бойцов начали судить позже, дают им огромные сроки. Часть азовцев все-таки возвращают через обмены, но далеко не всех. Процесс идет очень медленно и выборочно. Многие остаются в российских колониях годами. Так что, ну, то я факт-чекинг хотел провести, то есть насколько достоверна эта новость. Она достоверная. Также хотел я здесь уточнить, давались ли им гарантии, когда не сдавались. Когда бойцы Азовстали выходили в мае 22-го, Россия дала личные гарантии Путина, что с ними обращаться будут гуманно и по международным нормам, но они военнослужащие, комбатанты. Об этом публично заявил Песков. Плюс украинская сторона привлекала Красный Крест и ООН как посредников, рассчитывая, что это защитит людей. Зеленский называл это спецоперацией по спасению, а не просто сдачей. Ну, то есть вот это, чтобы, ну, типа, чтобы сдались команда. Ну, на самом деле, то есть он это объяснял так, что это было единственное, чтобы спасти их жизни. На деле получалось иначе. В июле 22-го в колонии в Еленовке взрыв здания с пленными, погибло больше 50 человек, в основном азовцы. Украина говорит, что россияне сами подорвали, чтобы скрыть следы пыток. Ну, я, кстати, не нахожу другого объяснения, чтобы с точки зрения логики, а зачем еще? Россия со своей стороны утверждает, что это были хаймарсы. Независимые эксперты почти все сходятся, что взрыв был изнутри, а версия с хаймарсом в общем, типа не выдерживает критики. Но там помимо хаймарса столько странностей, так вот, если начать разбираться. Барак почему-то 200-м назвали еще до того, как туда их перевели. Это в промзоне, ну то есть там не место было для жизни. Набили туда кровати, то есть там такое ощущение, что было просто вот на один раз. Ну там очень много странностей. А начальник колонии, он уже на небесах, его немножко взорвали за это, со стороны Украины. Так, значит, что теперь по поводу самого, то есть по поводу обратной силы, да? Если вдруг здесь окажется, что есть обратная сила, значит, Россия, сдвинулась, да? Я надеюсь, что не окажется. Суд по признанию полка Азов, вот именно, да, что его можно судить не как вооруженное формирование, которое входит совершенно официально, за знаками различия вооруженной силы другой страны, 2 августа до 2 уже после сдачи было проведено. То есть получается, что если по этому решению суда, то это обратная сила. Так получается, что 2 августа суд принял это решение, они сдались раньше. Генпрокуратура подала иск еще 17 мая, пока они сидели на заводе, то есть поторопились, но решение вынесли спустя почти 3 месяца. Таким образом, они успели до этого сдаться. Возможно, вот Зеленский тоже схитрил, наверное. Говорит, выходите быстрее, чтобы вы не попали вот под это новое решение. Я сейчас фантазирую. Они не попали, а их обратной силой фигачит. Да, тут обратная сила. Человек судит за то, что он служил в организации, которую признали уже после того, как он попал в плен. По российскому закону это работает, раз признали, значит вся прошлая деятельность тоже считается понятно какой. Это, слушайте, это и ФБК тоже в отношении Навального все то же самое. То есть по обратной силе люди когда-то там донатили, когда еще не было там что-то признано. А их сейчас сажают. Вот такие факты, по крайней мере, всплывают вроде как. И именно поэтому рядовых азовцев начали пачками сажать на большие сроки. Также я тут еще немножко уточняю, чтобы совсем было ясно. Они сдались 16 мая 22-го, а Верховный суд России признал Азов, понятно какой организацией, 2 августа 22-го, спустя 2,5 месяца. Россия действительно подала иск в мае, пока они еще сидели в Азовстали, но само решение уже после сдачи. Так что на момент капитуляции официального статуса данной организации Азова в России еще не было. Насчет территории, Мариуполь на момент, дело в том, что даже в плане вот этого решения суда, они таким образом могут считать людей, которые действуют на территории Российской Fедерации, насколько я понимаю. Значит, надо нам понять, на этот момент Россия уже посчитала Мариуполь своим или нет. Мариуполь на момент сдачи Россия официально своей территории не считала. Город был под контролем ДНР, но, значит, аннексию Донецкой области Россия провела только в сентябре 22-го, так что формально они служили в украинской воинской части на территории Украины. Получается, что они комбатанты, а значит военнопленные.
С точки зрения российского закона, они все равно могут это делать. Российское законодательство позволяет применять такие законы к людям, которых они взяли в плен. Но сам факт, что статус присвоили уже после сдачи, это, да, удобный инструмент для жестких приговоров. Ну, в общем, кто что хочет, тот то и делает. Вот так и живем. Так что, ну и все, мне особо прибавить-то нечего. Прибавляйте со своей стороны. Но кто бы кому как не относился, когда, как сказал Шарапов Глеб Егорычу Жеглову в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда ты один раз начинаешь подменять закон своим интересам, да, то со временем закон превращается в кистень. И хана приходит закону. Чем закончился фильм? Ну, увидимся.